Всем привет, ребята! С вами Ежаня. Отличнейшего вам супер настроения, удачных вам боев и хорошей недельки. Сегодня мы посмотрим на китайский тяжелый танк 10 уровня 116 F3. Машина уже практически легендарная, и я слышал много восторженных отзывов от игроков, что ее 100% нужно иметь в своем ангаре. Неужели у танка совсем нет минусов? Мы здесь как раз собрались для того, чтобы это выяснить. Также мы, конечно же, разберем технические характеристики и потестируем броню. И там есть на что посмотреть, уж поверьте. Ну что, берем чаек с печеньками и погнали! Ну а вы, конечно, не забудьте поставить видосику лайк, обязательно напишите мнение в комментариях о танке и, конечно, подписывайтесь на канал. Китайский 116 F3 в нашу игру ворвался, буквально выбив дверь своей гусеницей. Многие игроки полюбили его просто сразу же. На профессиональных турнирах я видел команды, в которых было по 5 116-х, а иногда и вся команда целиком. Поэтому неудивительно, что танк считается имбой, а те, у кого его нет, естественно, хотят заполучить эту машину себе в ангар. Но поиграв на нем достаточное количество боев, я понял, что не все так гладко, как кажется на первый взгляд. У танка все же есть минусы. Давайте начнем с того, что в одном из недавних обновлений 116-го немножечко поднерфили. Ну не в плане характеристик, а в плане того, что у него забрали расходник динамическая защита. Для среднего игрока это в принципе не особо важно, а вот для турнирщиков это явный минус. Этот расходник в турнирах часто использовали. Может, когда-нибудь его, конечно, вернут, но пока каких-то крутых и расходников у этого танка нет. Для тех, кто не в курсе, у 116 F3 есть два орудия на выбор, и они абсолютно разные. Первое у нас это обычное цикличное, а второе с барабаном до зарядки. Вы, кстати, не забудьте в комментариях написать, какое орудие вы бы выбрали. А этот бой я покажу на первой пушке без барабана. Средний урон здесь 490 на бронебойных снарядах. В принципе, можно годно вжухать по противникам. Альфа довольно приятная. Да, каких-то 600 с плюсом урона здесь нет. Конечно, удивить прям сильно противника вы не сможете, но урон все равно неплохой. А вот что мне конкретно понравилось на этой пушке, так это пробитие. Оно явно лучше, чем на барабане, вы потом это увидите, и это огромный плюс. И бронебойные, и кумулятивы, и даже фугасы для тяжа пробивают просто шикарно. А если калиброванные снаряды захотите добавить, то догоните пробой почти до ПТСА у 10 уровня, но это очень мощно, я считаю. Так что если любите танки с хорошим пробитием, то эта пушка явно ваш выбор. Но дальше начинают, к сожалению, вылазить минусы. Очень долгое время сведения, оно прям плохое. Можно даже сказать, что ну как у бабахи почти. Ну тут только игра на ближней дистанции поможет убрать этот недостаток, только так. А еще здесь очень гадкая точность. Стрельба на дальней дистанции просто противопоказана. Да и без сведения особо не постреляешь. Опытные ребята скажут, ну и что? Поставь сбалансированное орудие в оборудовании и будет тебе счастье. Но нет, ребята. Ни стабилизатор, ни сбалансированное орудие не исправляют того, что орудие кривое. Даже на средних дистанциях иногда просто не попадаешь. Снаряды просто не хотят лететь в центр круга и все. Самый прикол, что на барабанном орудии, хоть ну там параметры вроде как похуже, но я такого не заметил. Ну а цена ошибки здесь довольно большая. Не пробили врага и придется переждать долгую перезарядку в 11,2 секунды, прежде чем попробовать снова. Из этого следует, что урон в минуту, кстати, не очень большой. ДПМ на этой пушке составит примерно 2625 единиц, ну, с максимальными расходниками и оборудованием. Если сравнивать с конкурентами, то есть с тяжелыми танками 10 уровня, то вы увидите, что скорость настрела тут довольно средненькая. Многие машины, которых вы встретите в бою, перестреляют вас по этому параметру в легкую. Для яркого примера, например, могу вспомнить Super Conqueror, который в принципе похож по геймплею, но у него там 3000 ДПМ. Поэтому очень советую на этой пушке возить с собой адреналин, чтобы хоть иногда перезаряжаться быстрее. Короче, эта пушка довольно неоднозначна. С одной стороны у нас есть неплохая альфа и отличное пробитие, а с другой плохие точности сведения. Вот такой вот бой у нас получился на цикличном орудии. Смотрите, 3700 урона, воин, первая степень. В целом довольно-таки неплохо, я считаю, настреляли. Но на огромные суммы урона за счет маленького ДПМа рассчитывать точно не стоит. Вы много зачастую просто не успеваете в бою настрелять. Обратите внимание, что танк фармит кредиты. В целом здесь все хорошо. Коэффициент фарма где-то около 140%. Ну и давайте еще следующий бой посмотрим уже на барабанном орудии.
Второе орудие, которое можно выбрать, уже имеет барабан до зарядки на 3 снаряда. Для тех, кто вдруг не в курсе, то такой барабан полностью перезаряжать не надо. Снаряды заряжаются последовательно, как, например, на танках Прожетта или на Кранване. Урон на бронебойных снарядах здесь вполне обычный – 420 единиц. Обратите внимание, что он хуже, чем на цикличном орудии, но у нас же 3 таких снаряда. То есть потенциально урон барабана составляет, нехилые 1260 единиц. Это в целом довольно мощно. Если зарядить все 3 болванки в противника, то на 10 уровне, это считай половину очков прочности, можно снести почти у кого угодно. Причем откидывается барабан очень быстро. Перезарядка между выстрелами всего 2,73 секунды. Это значит, что всего за 5,5 секунд можно отправить во врага нехилую пачку урона, и это огромный плюс. А вот с пробитием у этой пушки, как я уже говорил, все хуже, чем у предыдущей. Если бронебойные снаряды еще, в принципе, сносно пробивают, там 250, да, то с кумулятивами часто проблемы. Вот 315 пробоя тупо не хватает, чтобы прошивать некоторые бронированные десятки. Так что здесь придется, точно поставить калиброванные снаряды в оборудовании. Они вам очень помогут, поверьте. Со всякими дядьками типа ИС-7, там, Маус, Е100 справиться будет гораздо проще. Что касается комфорта этой пушки, то меня удивило сведение. Оно гораздо, кстати, комфортнее, чем на предыдущем орудии, и это, несомненно, плюс. Но точность здесь, например, немного хуже. По цифрам, опять же. Но вы знаете, на практике оказалось, что не все так плохо. Если не строить из себя снайпера и играть на близкой дистанции, то можно уверенно пробивать врагов. Снаряды при полном сведении вполне неплохо ложатся в центр круга, и это меня удивило, потому что на цикличной пушке было вообще по-другому. Единственное, что нужно сделать, это установить сбалансированное орудие в оборудовании. Тогда стрельба станет намного комфортнее. Но тут вылазит самое неприятное. Если все же захотите сделать 116 F3 барабанщиком, установив это орудие, то будьте готовы, что урон в минуту будет просто мизерным. Я, когда полез в сравнение танков, то был просто в шоке. Если вы зайдете в характеристики этого китайца, то увидите, что эта пушка имеет самый маленький ДПМ среди всех танков 10 уровня. Хуже просто нет. Число 2200 это ужас. И это еще не все. Если вы будете отстреливать все 3 снаряда из барабана, то ДПМ будет еще меньше. Но когда я занялся подсчетами, то увидел очень необычную фишку, которая меня реально удивила. Оказывается, если отстреливать только 2 снаряда из барабана, вот не трогая 3, то ДПМ можно поднять до 2300. Как вам такое, да? Это все равно мало, но все же чуть больше, чем заявлено в характеристиках. Вот такой вот лайфхак. Просто отстреливайте 2 снаряда из барабана, 3 как резервный, и таким образом немножечко повышаем ДПМ. Ладно, с уроном в минуту мы все поняли, тут все плохо в любом случае, но что же у нас с остальными параметрами танка? Отдельно хотелось бы поговорить про углы наводки, и здесь все тоже не очень хорошо. На обоих орудиях углы одинаковые, и они ниже 6 градусов вниз просто не опускаются. Это создает огромное количество проблем, и далеко не все позиции на картах вам подойдут. А ведь очень хотелось бы нормально танковать от нашей крепкой башни, но, к сожалению, это получается не всегда. 116 F3 любит только ровную местность. Небольшой бугорок, на который вы наедете, уже заставит смотреть ваш ствол вверх. А если вы захотите развернуть башню и пострелять назад, к примеру, то будьте готовы к еще меньшим УВНам. На корме орудие можно опустить только на 3 градуса. Короче, углы наводки это в целом минус. И это именно тот нюанс, который, на мой взгляд, ставит крест на полноценной имбовости этого танка. Если в целом рассматривать подвижность, то меня немного удивила максимальная скорость в 42 км в час. Это довольно неплохой показатель для тяжа 10 уровня, да и на месте, кстати, он вертится довольно сносно. Но плохая удельная мощность явно дает о себе знать. Быстро загнать эту машину не получится, но это в целом и не удивительно как бы. Я, например, каких-то сверхъестественных чисел тут и не ждал. Это все-таки полноценный тяж с кучей брони, и перемещается для бронированного мастодонта он еще, кстати, не так уж и плохо. Ну и мы приходим к последнему и самому важному для тяжа разделу параметров, и это, конечно же, живучесть.
Броню я вам отдельно еще покажу, ее много, но есть нюансы, которые точно взорвут вам мозг. Поверьте, там есть на что посмотреть, я был очень удивлен с некоторых приколов, но об этом чуть позже. Меня очень разочаровали очень частые криты боеукладки и баков. Такое ощущение, что весь лоб корпуса заполнили этими модулями. Постоянно поджигают, критуют боеукладку, короче, придется возить с собой пару ремкомплектов точно. Также меня удивило небольшое количество ХП. 2450 единиц для тяжа это не очень много. Броня, конечно, часто выручает, но, как по мне, я бы накинул еще немного. Так что в размен с другими танками по урону идти, вообще нежелательно. Особенно с теми, у кого большая альфа. Еще не забываем про то, что у нас длинный корпус. Это тоже создает проблемы иногда. Подставиться проще, чем кажется. Вот вы выезжаете, да, допустим, на врага. Сначала выезжает часть вашего корпуса, такая длинная, а потом уже вы увидите врага в прицеле. Это, такой своеобразный минус. Вас чаще будут ставить на каток. Короче, такой вот прикол. В общем, с живучестью не все так гладко, как хотелось бы. Хоть 116 F3 и прощает много ошибок, играть все равно желательно аккуратнее. И когда я вышел в послебоевую статистику, я был, мягко говоря, в шоке. Смотрите, 4700 урона и всего 3-я степень. Напомню, что в первом бою было 3700 урона и была 1-я степень. А тут я настрелял на 1000 больше и получил на 2 степени меньше. Плюс еще и наблокировал урона. Какой-то трэш. Вообще, как эти степени начисляются? Кто-нибудь объясните мне. Но это наш блиц, ребят. Тут по-другому не скажешь. Ладно, я еще обещал броню показать. Поехали посмотрим. И вот наш долгожданный разбор брони. Смотрите, вот так 116 F3 выглядит в прицеле танков 10 уровня с пробитием 250 примерно и чуть больше. Смотрите, просто краснючий. Никаких уязвимых зон, кроме НЛД, просто практически нет. Только есть очень маленькие уязвимые зоны. Вот здесь у нас есть очень маленькая командирская башенка, в которую попасть практически нереально, как видите, залепить можно. И есть еще вот эта маленькая командирская башенка. Туда можно попасть при очень-очень большом везении, но, как видите, пробивается только вот в эту маленькую полосочку. А так, это практически нереально попасть, даже с очень хорошей точностью. ВЛД тоже великолепно танкует, никаких тоже каких-то сильно уязвимых зон здесь нет. Есть очень маленькое окошко мехвода, в которое тоже попасть, я думаю, что лучше сюда вообще не целиться. Смысла, я думаю, нет. Очень там маленькая полосочка, которую залепить можно только с очень-очень близкой дистанции. Брони очень много, просто нереально. В этом самая главная особенность этого танка. Без голды его пробить вообще практически невозможно, если просто спрятать нижний бронелист. А теперь смотрите прикол. Я был с этого просто в шоке, я обещал вам то, что взорвет вам реально мозг. Небольшой доворот бортом, смотрим, бах, пробивается просто нереально. В борт под практически прямым углом. Смотрите, малейший доворот, и мы уже можем пробивать танк в борт. Это просто ужас. Брони в бортах, ее просто нет. И я вам сейчас покажу почему. Я когда начал играть на этом танке, я просто был в шоке с того, как часто ему пробивают борта. Ты хочешь спрятать нижний свой бронелист, да, пытаешься танкануть бортом, но тебя в легкую пробивают при малейшем угле. Обратите внимание на вот эту вот серую зону. Сейчас я покажу вам просто интереснейший прикол. Смотрим на броню. И видим, что здесь у нас бронелист, в котором всего 20 миллиметров. Это просто какой-то трэш. Я не знаю, как это назвать. Как можно у тяжа сделать, такой бронелист, у которого 20 миллиметров. Он пробивается под любым углом. Вас очень часто прошивают сюда. Это просто жесть какая-то. Я был просто в шоке. Для тяжа это просто какое-то позорище. Это один из самых главных минусов этого танка. Да, вот эта часть борта еще неплохо танкует, да, то есть которая верхняя, а вот эта, сюда чаще всего, я вам скажу, стреляет в среднюю часть корпуса, пробивается она под любым углом. Здесь, я же говорю, всего 20 мм, по правилу 3 калибров, любой танк, которого вы встретите в бою, будет пробивать вас сюда абсолютно без всяких проблем. Это ужас.
Ну и если тяжелые танки 10 уровня уже зарядят голду, то, как видите, сероватые зоны уже появляются в башне. Вот в эти щеки, если четко попасть, то можно пробить голдой. Пробиваются они через раз, я вам скажу. Да, есть тут как бы такие красные зоны, но и если выцелить вот прям в серое, то пробить можно. Брони все равно хватает, но, как видите, иногда все-таки можно пробить вот в эти вот зоны кумулятивами, да, с пробитием, к примеру, в 330. Такое пробитие часто у тяжи 10 уровня. Ну и, как видите, в ЛД тоже становится немного сероватым. Вот эта вот полоска, с которую довольно тяжело все равно попасть, да, ну, сдалека, она все равно светится сероватой, сюда можно пробивать. Но все равно брони много, действительно хватает, то есть против тех же тяжей вы часто сможете выдержать удар. И вот как бы это огромный плюс, и это самая главная фишка танка. Ну и, конечно, я должен еще показать 116 F3 в прицеле ПТСА у 10 уровня на голде. Вот так вот он выглядит, если ПТшки 10 уровня заряжают голду с очень хорошим пробитием в 385. Это, да, почти, ну так сказать, топовые пробития, вот которые ПТшки 10 уровня имеют. На голде вот так выглядит танк. И то все равно иногда может, как видите, потанковать. Но в целом щеки довольно серые, да, то есть сюда уже пробивается довольно-таки легко. Так что в целом даже от ПТшек 10 уровня на голде вы сможете издалека что-то потанковать. Ну это прям приятно. Ну что, ребят, вот такой вот у нас 116 F3. Вы, конечно, не забудьте написать свое мнение в комментариях, а от себя скажу следующее. От танка я ожидал чуточку все-таки большего. Он действительно очень хорош, но у него есть минусы, которые могут отпугнуть некоторых игроков. Такие как плохие УВНы, например, вот длинный корпус, отсутствие танкования бортом, что меня конкретно удивило. Ну и очень плохой ДПМ на обоих орудиях. Если спросите меня, какое орудие выбрать, то я вам скажу, что я для себя сначала выбрал цикличное орудие, потому что, ну, вроде как ДПМ побольше, да, но потом, поиграв какое-то определенное количество боев, я понял, что барабан все же тащит больше. Если вы хотите выбрать для себя какую-то пушку, то я бы посоветовал все-таки барабан. А так, в целом, танк мне понравился. Я вообще люблю китайские тяжи, на удивление, это вообще редкость среди наших игроков. Так что, если вы раздумываете где-то его приобрести, как-то купить, то я все-таки советую. Вот как-то так, ребят. Ну что, с вами был Ежаня. Великолепного вам супер отличнейшего настроения. Пускай ваша неделька следующая пройдет просто великолепно. Не забываем поставить лайкос, подписаться на канал и обязательно приходите еще. Будет еще много очень прикольных видосов. Ну и по традиции спасибо, что смотрели. Всем пока. When I'm scared.